Привет, друзья! Сегодня день номер 2 у нас. Отдельный фонарь такой, который не мигает вроде бы. Второй день. Приступили к этому что-то. Как там было? Родила царевна в ночь. То ли сына, то ли дочь, да? Вот эту неведомую зверушку вот эту вот страшную. Короче, вот что. Тут перепад огромный просто. Сантиметр. Я отрыл, вырыл вот это вот все, да, тут сантиметр где-то разницы. И тут все залипуха непонятно, с непонятными границами, непонятная залипуха как бы новой штукатурки, гипсовой штукатурки, это Ротман, скорее всего. Вот такая вот здесь кривизна, но я потрогал доски там, они, ну как бы живые там, но вроде как-то что-то держится, вроде бы. Давай где-то камеру. Вроде бы. Я здесь вблизи покажу все. Сейчас вблизи вам все покажу. Угу. Тоже помигивает этот свет, но лучше света у нас нет. Ладно, вот здесь сейчас моя задача это вырыть из-под этой штукатурки, там где это возможно, вырыть как бы базовую, старую базовую поверхность. Вот сколько здесь было накинуто, вот столько они накидали здесь. Это я уже достал родной валик, вот он. Он у них шел по-другому. Видите, как он у них пошел там? Ну и с этой стороны то же самое. Я потихонечку отковыриваю, освобождаю старый валик от всего, освобождаю от всего, чего там понамазали они. Какие-то другие те. Вот отсюда, потихоньку, по чуть-чуть, быстро это не происходит. Но надо вырыть. Надо добиться до старой плоскости. Почему? Зачем это делать вообще? Зачем все это делать? То есть здесь тоже была залипуха, я ее достал. Затем, что я не доверяю их методу. То есть они, вот, это алебастр плюс мел. Они сюда сразу нашпаклевали, они ничего не почистили вообще. То есть так они делали везде. Получается, они везде не чистили. Они просто что-то нагрунтовали и сразу заштукатурили. Мне это не очень нравится вообще. Но вот как это выглядит вот так вот. Один проход. Здесь не чисто. Вот сколько смог за раз смочил, сколько смог снял. Вот это вот осталось после этих ребят. То есть кое-где что-то заштукатурено и так далее. Вот этот угол с этой стороны так выглядит. Вот он такой. Тоже что-то штукатурка туда-сюда, но она нормально, прекрасно отваливается. То есть оставлять это я смысла не вижу. То есть еще смачивание, еще проход надо делать. И что касается, вот вблизи вот эта дырочка, вот вблизи вот это вот то, что выпало здесь, какое-то что-то мягкое, может гипс размоложенный. И вот что касается вот этого покрытия, я думаю, что это все-таки штукатурка. Это не шпаклевка, это штукатурка. Они шпаклевали штукатуркой. Тонко так. И вот стараюсь находить вот такие места, прям переходы, где вот осталась старая плоскость. И вот где уже прям ничего не было старого, где наштукатурено новое. Вот как-то так выглядит это. И вот вдоль карниза, как это выглядит. Вот так вот тоже. То есть здесь уже как бы ничего старого не осталось, это все выпало, либо его удалили, и потом сюда наштукатурили, ну как бы по новой. Надо дойти до основания, чтобы понимать, чтобы четко осознавать, что потом я сделаю здесь более-менее как-то почище, хотя бы я прочищу это хорошо, и потом уже прогрунтую. Буду уверен, что у меня не будет оно так как бы отваливаться, как отваливается сейчас, вот такого потолка. Так, специально передвинулся ближе вот в этот угол, для того, чтобы показать вам, как держится вот на неочищенном, как вот эта вот шпаклевка или штукатурка, как она держится на неочищенном. Это прогрунтовано, но не почищено. Видно синий мел. Все нормально, в общем. Ладно, попробуем. Вот так это держится. А если это смочить, то это еще лучше отваливается.
видите? Понимаете, да, в чем суть? То есть держится оно там никак. И я его не смачивал. Оно сухое, совершенно сухое. Вот так. Вот так оно держится везде, кроме, самое основное, кроме вот этих вот мест, где новая штукатурка. Естественно, за новую штукатурку вот эта намазка, то, что они там делали, эта шпаклевка, она держится намного лучше, естественно. И там приходится прилагать усилия, но можно смочить и убрать ее. Вот эти серые пятна, все, которые вы видите, это вот шпаклевка, то есть желтая – это штукатурка. Желтые пятна – это штукатурка, а серые пятна – это шпаклевка, и мы ее удалим, поскольку она тоже, как бы, я не доверяю им даже в том моменте, что они мазали на чистую новую штукатурку, свою шпаклевку, и все равно она как бы соскребается. Вот, я ее соскребаю, я могу ее соскрести, срезать. Мне она там не нужна, но вот штукатурку, скорее всего, мы оставим. Потому что вырывать ее придется уже с досками. Там, прям. Ну, это Unreal. Так нельзя делать. И она довольно крепкая. Она сама по себе работает. Неважно от участников процесса. Это не зависит, как она там работает сама по себе. Шпаклевка, потому что серая. И что штукатурка из другой партии, она другого цвета. Вот и все. Другой плотности замес сделали, и все. Там была шпаклевка, она белого цвета, она вместе с краской сошла. Так что не ври. Ну ладно, хотела наврать чуть-чуть. Она говорит, что это вот так, штукатурка. Ну ладно. Это тот же Ротман, только либо Волма. Может быть, сделали Волмой, а потом Ротман подровняли. Так, да и вообще, какая разница? Мы убрали шпаклевку и краску. Это дело подровняем немножко и своим забомбим, и будет классно. Ну да, в общем, да. Саша там наготове. Сейчас пойдем экспериментировать. Мы же говорили про эксперимент. Будем проводить эксперимент. Да, вот так оно. Еще раз покажу, как держится. Вот так. Вот так вот. А это мел. Прогрунтован мел. Но не очень-то. Ладно, выползайте. Вылазивайте. Сейчас я к вам пойду. Остатки, остаточки наши годичные, им уже год этим остаткам, смывка БА Уни. Кто не видел, вдруг, кто новый, вдруг на канале не знает, что это такое, с чем это едят, у вас справа вот здесь будет ролик. Будет ссылка на ролик, справа вот здесь. Там, где я подробно рассказывал о ней, о ее свойствах. Она фактически без запаха, она на водной основе. Чуть-чуть, немножечко, давайте. Намазывайте немного. Я намажу только там, где большие куски краски, которые снимаются вместе с гипсом, потому что гипс убитый. Маша, так, цель какая наша? Наша цель, во-первых, расслабить вот эту краску, которая на этой розетке примазана, которая накрашена на голый гипс. И есть у нас такая теория, что возможно, эта розетка, она была не очень хорошо прогрунтована олифой изначально. Либо ее размыло вот этой водой, которая через нее протекала 100 лет. Вот как-то гипс стал более рыхлый, возможно. Маш на этот самый еще намел немного где-то. Гипс рыхлый, и помимо всего прочего, мелкие пакостники сделали нехорошее дело. Лучше бы они вообще ее не трогали. Не дочистив розетку, хорошенько прогрунтовали ее вместе с мелом. И сейчас мел впаялся в гипс. Маш мел тоже. Хорошенько маш мел. Мажу. Маш мел. Короче, попробуем сделать так. Попробуем намазать этот мел. Такую краску она возьмет, смывочка. Попробуем намазать мел. И, возможно, смывка его расслабит настолько, что мы сможем потом его удалить. Потому что Саша подчищала, смотрела розетку эту, она очень тонкая. Внутри, под этим замыленным чем-то, она реально тонкая и очень красивая. Но вот это вот впаявшийся мел делает ее вот такой вот это вот что-то. Хуже, чем фасадное. Она замылилась, и мел не убрать, просто не видно, где что, где гипс, где мел. Приходится ковырять буквально по миллиметру, чтобы ее оттуда достать. Естественно, очень сильно травмируется гипс.
Как гипсовые части тоже, Маш. Маш тоже, Зачем гипс? где мел есть. Вот здесь есть мел, например. Здесь как раз его и нет. Вот здесь он есть. Я тут уже расковыряла. О, вот на плоскости и все. Ну и хватит, наверное. Ну да. И вот здесь мел есть. Вот на этом завитке, вот на этих лепестках тоже. Вот он. Сидит. И вот здесь, на вот этом продольном тоже. Каком? Вот эти вот два длинных лепестка. Вот это? Вот. Вот это? Да. Ага. Там полно. Вот тут Вот да, все, что серое, да. то и намазываешь. Ну да. Да, вот так сделаем. Да. Хуже, надеюсь, не будет. А если и будет, то не на большом участке. Куда уже хуже. Вот такой вот. Попробуем стретчем сейчас, залепим это все, и до завтра оно постоит. Потому что смывка это медленная, она не работает быстро, потому что она не на растворителях, на воде. Ой, хорош. Ну так приятно. Ну, хорош намазывать, а то и вдруг ничего не пойдет. Мажется. Ну, все, хорош. Потом Ну, еще тут где помажешь. краска все равно. Нет, потом все равно помажешь еще раз. Ладно, для сравнения. Да, для сравнения, чтобы можно было сравнить, что получится и чего не получится. Вот что. Посмотрим. Стрейч, пленочка. Этим ножом не зарежется. Нормально. Эть! Эть. Поймала. Тихо. Я забираю. Подожди, это моя нога. Опа. Третья. Стрейч нужен для того, чтобы не испарялась быстро влага из смывки. Он сам как прилепливается. Волшебство. А еще говорят, ведьма. Стрейчевое волшебство. Наглое вранье. В общем, понятно, да? Стрейч не даст быстро испариться, не даст быстро высохнуть смывки. Этот прием применяется с любыми смывками, кроме, не знаю, быстрых автомобильных, там типа зип-стрипа. Они очень быстро сохнут. Но любые смывки можно вот так как бы усиливать их действие, поскольку получаем компресс. Получается компресс и продолжительное время воздействия смывки. Вот так. Так и оставим. И потом посмотрим, что получится. Уже на следующий день. Так, решили чуть до вечера еще, так чисто в черную разок пробежать. Вот в другой угол пошли уже оттуда. Сейчас я вам, кстати, покажу сверху, как выглядит вообще это ужасающее. Его наклон. Опа. Опа. Во, видите, как наклонился он? Вот эта вот часть, да? По сравнению вот так. Ага. Ну, что поделать, такое все, старенькое. Я что хотел показать? Вот в этом углу они, видимо, мазали бетон контактом. Не шуршите там. Мне тут не шуршите сильно. Вот, видите? Мне кажется, это бетон-контакт. А самое главное, что бы там ни было, бетон-контакт, я не знаю, любое что-то, оно не предназначено для намазывания на мел. То есть, потому что я его спокойно счищаю. Вот. Может, какая-то розовая грунтовка, я не знаю таких. Я знаю, что вот такой цвет бывает у бетон-контакта. Вот. Так вот, чтобы что-нибудь держалось за что-нибудь, надо вот это вот что-нибудь, надо его хорошенько почистить. И тогда они все вместе как-то там друг с другом будут работать. И даже если это возможно бетон-контакт, то на голом мелу, естественно, мел берет влагу оттуда сверху, немножко разбухает и, естественно, дает отторжение любого, что на него намазано. Вот так. Очень просто. Читай инструкцию. Везде, всегда, на всех материалах написано. Очистить поверхность от осыпающихся частиц. Все. Поверхность должна быть сухой и чистой. Вот. Вот так. Да. Ну что, вечерело. Пора домой нам. Уже начало 9-го, наверное. Вот так, еще там чуть-чуть почистили. Это все на первый раз. То есть потом надо будет еще потолок. Еще раз смочить. Прочистить еще раз ножом, там, не знаю, шпателем, чем-нибудь.
дать высохнуть и уже корщеткой убрать полностью все остатки мела, по идее. Ну, на завтра нам осталось вот эта часть в первый раз пройти, как бы убрать вот эту вот шпаклевку, это убрать краску, вот это вот все вот там. И эксперимент посмотрим завтра, что получилось вот с этой штукой. Вот. И получилось ли что-либо. Вот так. Пока так это все страшненько. Сейчас период нарастания энтропии, скажем так. В общем, что, энтропия растет, а мы крепчаем. Так закончился наш второй рабочий день. Всего доброго, до свидания, пока-пока, увидимся.